Всем привет! И вот посмотрите, что наделал у меня на участке крот. Раньше я сделал такое приспособление и пугал этим приспособлением крота. Да, действительно, то приспособление рабочее. Все-таки я давал кроту шанс на жизнь, но он, зараза, через полгода обратно ко мне приходит. Может, это только у меня, потому что у друга больше он не возвращается. И мне надоело уже его пугать каждых полгода, и придумал вот такое приспособление, которое теперь я вам покажу. Может, вы мне и не поверите, это приспособление работает на 100%. Уже крота больше не будет. Ну вот, как видите, все наши детальки уже готовые. И готовое наше приспособление, так сказать, кротоловка к работе. В этом приспособлении ничего нету такого сложного и дефицитного. Приспособление состоит из доски. Шириной она 10 сантиметров и длиной 2 метра. В доске вырезанное длинное отверстие длиною 30 сантиметров. На эту доску закрепленный кирпич. Потом у нас вот такая есть трубочка длиной 80 сантиметров. В трубочке есть отверстие сделано. И потом вот такая идет у нас бланочка. Она длиной 27 сантиметров. В ней высверлены по центру два отверстия. И она будет крепиться на эту трубочку вот в это место. Дальше у нас есть вот такая, так скажем, скоба. Ее длина 40 сантиметров. И вот взяли вместо какой-то пластинки вот обыкновенный старый диск шлифовочный. В нем высверлили два отверстия. Верхнее отверстие нам нужно, чтобы привязать веревочку или тросик. В данном случае у меня тросик. И внизу мы вставили, зафиксировали болтик. Дальше у меня была вот такая толстая проволока, четверочка.
Я ее нарезал длиною по 35 сантиметров, всего 5 штучек, и этого достаточно. На каждом пруточке заточил кончики. Пруточки будут пиками. Вместо таких прутков, так сказать, наших таких пик, можно использовать просто электроды. На конце доски я прикрутил вот такие острые детальки металлические. Значит, для чего они нам нужны? Мы будем с помощью этих металлических деталек фиксировать доску в земле, чтобы она была бы в одном положении и неподвижной. Пойдем туда, где бушует наш крот, и приведем в действие наше приспособление прямо там уже, где кротонорка. Ну вот, выкопали ямку, там, где была кротонорка, и вот, как видите, идет в длину по земле его нора. Лучше всего, когда она идет не так в землю, а вот так по земле. Тогда мы можем больше поставить наших пик на длине и расстоянии, и это будет эффективней. Дальше пробиваем пик и чувствуем, что проваливается наша пика в нашу норку. Ставим одну, дальше вторую. Значит, поставили мы 5 пик примерно на длину 40 сантиметров. Дальше устанавливаем наше приспособление. Эту скобку устанавливаем напротив нашего отверстия, где крот ходит. Этим крючком надо зацепить. Итак, зацепили наш крючочек за нашу скобку. Когда крот будет толкать с нашей норы землю, она упрется в наш диск и произойдет вот такое. Хоп! Наша доска будет падать на пики. В тот момент должны наши пики войти в крота, так как он будет находиться напротив пик. Это происходить будет примерно так. Доска на пиках, и они вогнуты в нору в землю. Ну вот, пришло утро, и я смотрю, уже приспособление сработало. Уже был крот. И как видим, крот землю толкал, вот это все видно. И наше приспособление сработало. Пики вогнуты в землю прямо в его нору, там, где он ходил. Давайте немножко раскопаем и посмотрим. Итак, я немножко раскопал, теперь арматурку пробую засунуть в это отверстие, где крот ходил, и чувствую, там есть что-то такое мягкое. Но это мне понятно, что там есть, он у меня уже третий, этот кротик. К сожалению, то, что произошло в крота-норе, показать не могу. Поверьте мне на слово, я думаю, там и так понятно, что произошло с кротом, когда в его вошли пики. Так как мне в YouTube политика запрещает, потому что эти действия приравниваются к жестокой сцене. После этого приспособления кроту на жизнь шансов 0.
Хотите мне верьте, хотите не, но такой способ с таким приспособлением выводит крота на 100%. А на этом я заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.